Всем привет! Сегодня поговорим о том, как почистить динамики телефона. Как мы все знаем, телефон имеет три динамика. Это слуховой, в который мы слышим собеседника, разговорный, в который мы говорим и слышно нас, и полифонический – это громкая связь, прослушивание музыки, будильник, звонок и так далее. Также динамики бывают комбинированные, еще их, например, может быть 2, а не 3. Со временем использования абсолютно любого телефона, к сожалению, это неизбежно, звук в динамиках становится тише. Даже если вы аккуратно используете свой телефон со всей защитой, различная пыль с одежды, грязь, жир, какой-то мусор в карманах забивает динамики. Точнее, забивает не сами динамики, а защитные решетки этих динамиков. Это довольно частая проблема абсолютно всех телефонов. И повторюсь, увы, этого избежать никак нельзя. Решение данной проблемы – это, конечно же, чистка этих самых решеток. Есть два варианта. Первый – можно отнести телефон в сервис. Там, по идее, вам должны снять переднюю панель и почистить сами динамики и все комплектующие. Такая услуга в среднем стоит 1000 плюс. И второй вариант – сделать это самому. Только в данном случае переднюю панельку я снимать не буду. И вам этого делать не рекомендую. Многие детали телефона достаточно хрупкие. Также для некоторых телефонов нужны специальные инструменты. Как, например, для айфона маленькая шестиугольная отвертка. Ну или еще, как в моем случае, телефон может быть на гарантии. Телефону, кстати, всего 8 месяцев. И уже почти ничего не слышно. Не слышно меня, собеседника. И полифония звучит намного хуже. Сейчас я покажу вам два способа, как это можно устранить. Начнем с того, чем мы будем чистить свой телефон и что нам для этого понадобится. Первое и самое главное – это зубная щетка. Я рекомендую использовать новую, так как старая будет оставлять белый налет. Я взял самую дешевую, стоит 25 рублей. Также нам понадобится немного спирта или бензина. Это обычный спирт из аптеки, стоит 40 рублей. Если его нет в наличии, можно использовать бензин. Кстати, бензин для зажигалок Zippo тоже подходит. Он стоит от 50 рублей. Продается в табачном магазине. Духи, одеколон или, например, водка нам не подойдут. Позже я объясню почему. На всякий случай взял ватные палочки и зубочистки. И также нам понадобится жевательная резинка. Подойдет абсолютно любая. Весь этот набор мне обошелся в 100 рублей. Как я уже говорил, забиваются грязью не сами динамики, а защитные решетки. Если посмотреть вблизи, то можно увидеть, что решетка забита грязью. Давайте я еще приближу. Смотрите, практически вся решетка забита мусором. Удивительно, как в такой динамик вообще что-то можно слышать. Сейчас я это почистю. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Смотрите, что нужно делать. Мы берем ватную палочку, немножко смачиваем в спирте и теперь размазываем эту каплю спирта по всей поверхности решетки. Теперь нужно немножко подождать, пока грязь раскиснет. Телефон, кстати, в это время можно не выключать, ему ничего не будет, так как спирт, так же как и бензин, является диэлектриком. Кто не знает, диэлектрик – это такое вещество, которое не обладает способностью проводить электрический ток. Чистый спирт 96-95% ток не проводит, а вот разбавленный водой спирт проводит. Например, если брать ту же самую водку, насколько я знаю, она состоит на 40% из спирта. Соответственно, проводит электричество, так как содержит в себе воду, которая является проводником. Поэтому, если использовать водку, легко можно повредить телефон. Чистый спирт, как и бензин, со временем просто испарится. Чтобы это произошло быстрее, можете положить телефон на солнце. А вот такие вещи, как духи, туалетная вода, их нельзя использовать, потому что они только на 50% состоят из спиртосодержащих. То есть 50% это спирт и 50% это различные жиры, масло, роза, жасмин и так далее. Плюс ко всему, они не являются диэлектриком. Надеюсь, я понятно объяснил и с этим разобрались. После того, как прошло немного времени и грязь раскисла, мы берем зубную щетку и просто начинаем тереть во все стороны. Сильно при этом давить на щетку не нужно, чтобы не испортить саму решетку. После того, как мы немножко потерли, это место можно протереть ватным диском. Теперь заново смачиваем зубную щетку в спирте и еще раз трем. Такую процедуру нужно проделывать на протяжении 2-3 минут. Я думаю, будет достаточно. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Мы видим, что сетка стала почти идеально чистой. Такую же процедуру нужно проделать с полифоническим и разговорным динамиком. Вот фотографии до и после этой процедуры.
Теперь попробуйте с кем-нибудь поговорить по телефону или просто послушать музыку, вы удивитесь, насколько чище и громче стал ваш звук. Также встречается довольно частая проблема, то что гнездо для зарядного устройства также забивается различным мусором, грязью и так далее. Здесь решение аналогичное. Берем зубную щетку, смачиваем в спирте и хорошенечко это место чистим. Не переживайте, если даже вы переборщите со спиртом или бензином. Теперь вы знаете, что это является диэлектриком, и он со временем просто испарится. Также можно использовать зубочистку, чтобы вытащить какой-то большой мусор. Иголку, кстати, использовать нельзя, так как иголка металлическая и может просто замкнуть контакты. Такую процедуру желательно проводить каждые полгода, ну или хотя бы один раз в год. Окей, это был первый способ. Теперь давайте я покажу второй. Здесь нам понадобится обычная жвачка. Повторюсь, подойдет абсолютно любая. Ее необходимо пожевать, чем дольше, тем лучше, чтобы из нее вышли все сахары и подсластители. Теперь смотрите, мы просто берем жвачку, аккуратно потихонечку вдавливаем ее в решетку и также аккуратно вытаскиваем. Смотрите, несмотря на то, что я уже почистил телефон, какой-то мусор все равно приклеился. Так необходимо проделать несколько раз. Теперь это место протираем спиртом, чтобы мусор не прилипал на это липкое место. Теперь то же самое проделаем с полифоническим и разговорным динамиком. Даже после одной такой процедуры вы заметите значительную разницу. Только проделывать ее надо аккуратно, потому что жвачка может приклеиться к самой решетке. Как говорится, делайте на свой страх и риск. Вот такие два простых, нехитрых способа, и ваш телефон звучит идеально. Ну и давайте подведем итоги. Весь этот набор стоит 100 рублей, а почистить им можно несколько телефонов. В принципе, всей вашей семье. Вы сэкономите нервы, время и деньги. И не нужно идти ни в какой сервис. Ну и на этом, в принципе, все. Если столкнетесь с такой проблемой, я советую вам такое решение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ухаживать за своими устройствами. До новых встреч. Всем пока.